Всем привет, я в Любляне, приехал сюда на матч донецкого Шахтера против финского Ильвеса. Прибыл я сюда еще вчера, уже побывал вчера на матче местной Любляны против казахского Кайрата. Что будет дальше, я без понятия. Как и вы, матч через 26 часов, сейчас 6 вечера, Шахтер играет завтра в 8. Ну, как-то проведем сейчас это время в Любляне. Про то, как я добирался до Любляны, а сюда не так легко добраться. Я прилетел сюда из Турции, но из Вены я сюда добирался, в принципе, по Европе. Кто-то, я знаю, что, возможно, из Венеции будет добираться. И про матч Кайрата, предыдущий выпуск, если интересно, посмотрите. 6 часов вечера, я еще не завтракал, потому что, собственно, монтировал, загружал предыдущий выпуск. Делать все эти выпуски не так легко, как кажется. Поэтому задача номер один сейчас найти еду и не умереть с голода в Любляне. Я человек простой, вижу надпись ВОК и двигаюсь туда, предварительно проверив по гуглу, что там рейтинг 4,6. Ну, правда, отзывов мало. Выглядит так себе, ну что, рискнем. Тут, видимо, проходил какой-то рынок, но я, как обычно, все уже пропустил. Вот такое вот место, прямо на каком-то импровизированном рынке. Но я увидел надпись «Веган», не стал долго думать и взял. Это стоило 12 евро, при том, что это спальный район и вот такое вот достаточно странненькое место, но просто не было времени искать, выбирать. Такой голодный, что зашел в первое попавшееся. Ну и 12 евро даже относительно миланских цен, это как бы, ну, недешево за такое. Ну, надеюсь, будет супер вкусно. В общем, не впечатлили меня вьетнамцы, но тут в новострое есть Lidl. Вот в Lidl меня еще никогда не подводили. А вот такой вот наборчик за 3,50, это совсем другое дело. Вкусно, полезно. С Лидлом приятно иметь дело. Вот там вот уже виднеется старый город Любляны. А тут, по идее, проходит чемпионат по водному поло до 16 лет. Ну, давайте на водное поло заглянем, посмотрим. Представляете, когда едет такой целый поезд с машинами. Какая стоимость вообще этого поезда? Каждая же машина кучу денег стоит. В общем, дорогой груз везут. Хоть и до 16 лет, но все равно чемпионат Европы, поэтому тут и Volkswagen спонсор, как я понимаю, и атрибутику продают. Вот символ чемпионата. Продают билеты на весь чемпионат, билет 25 евро, на день 5 евро. Ну, я к таким огромным расходам не готов, я думал бесплатно на пару минут зайти. Так что пойду посмотрю старый город. Эта площадь мне показалась интересной, вот сочетанием всего, что только можно. Посмотрите, вот эти здания из 60-х, вот эта бетонная коробка, переделанная под кафе. Там виднеются какие-то соборы, старый город. Тут вообще похоже на какую-то бывшую промзону. Тут они фонтан разместили. Ну, Любляна очень разная. Это похоже на Национальный банк Словении. Видите, ребятам так тяжело нести все эти деньги, что они аж согнулись. Наличие в городе магазина Zara – это признак цивилизации. Очередной выпуск, в котором я не нашел себе новые, самые удобные кроссовки Zara 45 размера. Ну ничего, думаю, повезет в Милане. Это здание – это главный почтамп. Когда вы последний раз отправляли бумажные письма? Ушла эпоха. Только что провел пару минут, чтобы понять, кто это, потому что меня волнует, когда я чего-то не знаю. Но я не смог понять. Чат GPT тоже не смог. Он меня убеждает, что это просто какие-то фигуры аллегорические, не изображающие кого-то конкретно. Просто декор. Вы как считаете? Знаете, кто это был? Лука Дончич – самый успешный спортсмен в истории Словении, так что понятно, что тут его культ, витрины, магазин. Это книжный магазин. Перед приездом в Любляну я хотел посмотреть, может, на ютубе кто-то что-то интересное про нее снял. И вы знаете, нет практически ни одного качественного выпуска про Любляну. Это главная площадь Словении, по сути. Самое сложное, снимая выпуск про Словению, не называть ее Словакией. Мне нравится такой план города. Ну, тереть я его не буду. Я вам скажу, что мы вот там вот. Вот видите, вот это. Я вот там вот стою, там у меня мой указательный палец сейчас. Ну и было бы неплохо таки в старом городе оказаться. Это памятник Решерну. Это славянский поэт. Хотел сказать, что если ставить памятники поэтам, а не политикам, то будет меньше дискуссий. Ну, а потом вспомнил, что угодно можно превратить в дискуссию. Ну и вот, приятная музычка. Тут инсталляция площади с люблянской своей погодой. И видите, везде сухо и солнечно, а тут моросит дождик там сверху. Распылитель стоит, чтобы не расслаблялись. Это, наверное, главный собор Любляны. Ну, заглянем сейчас в него, если меня не задавят прямо на этой площади. Пишут, что идет молитва, вход только для тех, кто молится. Ну что ж, помолимся за Шахтер в Лиге Чемпионов в этом сезоне.
Смотрите, вот там вот сидел местный дедок, тихонько играл на своем баяне. Ну, мне кажется, это так, по-славянски, по-люблянски. Но тут появился парень с барабанами, и уже вся площадь заглушена им. Ну, это реалии современной Европы. Это тройной мост, мост из категории «самый чего-то там», то есть он был старым, и чтобы его не разрушать, но увеличить, сделали два других параллельно. Вот там вот справа один, слева другой. Ну, непонятно, зачем тут было увеличивать его пропускную способность. Мне кажется, и так всем хватало. Но теперь достопримечательность. Речка Любляница, по ней даже, говорят, на кораблике можно прокатиться. Ну и вот сразу кораблик, на котором можно прокатиться. Так, мчится вперед. Ратуша Любляны с такими интересными часиками. Ну, я должен отметить, что тут, как возле любой ратуши, льют очень много воды. Это отличительная черта всех ратуш всего мира. Мэрия тут под номером 1. Но зайдем внутрь, посмотрим, что тут можно увидеть. Пост охраны пуст, и мэрия полностью в моем распоряжении. Ну, тут какая-то выставка. Внутренний дворик мэрии с планом города. Я думаю, что в Одессе в мэрию просто так не зайти. Хотя я был в мэрии и даже на креслах депутатов сидел, но это развлечение не для каждого. Пояснений картинам нет, но вот чисто по моему ощущению. Времена Римской империи, потом тут были времена Османской империи, потом тут были времена Инквизиции, когда головы летели с плеч. А вот это уже подписано, это 20 лет независимости Словении. Выставка прямо в здании мэрии, вход бесплатный, охраны никакой. Ходи себе, думай, вот что вот это все значит, к чему тут эти инсталляции. Вот, например, монитор. Может, прямо за этим столом заседает мэрия Любляны. У футбольных клубов есть музеи с трофеями, а это трофеи мэрии Любляны. Вот это вот трофеи за хорошую туристическую привлекательность, это за доступность, безбарьерную среду, это как какому-то очень зеленому городу. В общем, все имеет свои трофеи, и мэрия ими гордится. Есть даже вот такой вот трофей. Похож на Кубок Лиги Европы, кстати. Классно, когда гуляешь по городу, видишь такой какой-то сказочный волшебный переулочек, и просто в него заходишь. Выходишь с переулка, и ты уже на волшебной набережной. Люди отдыхают, гуляют. Мне очень нравится гулять по новым городам. Я уже был до этого в Любляне, но я обычно был проездом. А так, чтобы пойти погулять по городу, у меня впервые. Симпатичный мурал на стене на набережной. Любляна — город искусств. Просто группа бродячих музыкантов идет по набережной и начинает атаковать своей музыкой ничего не подозревающих сидящих туристов. И устраивать им спонтанное шоу. Но, в принципе, хочется сесть во всех кафешках на набережной. Я бы назвал этот прием музыкальный шантаж, вымогательство. Ну, мне такое вымогательство нравится. Чтобы мне по жизни только такие вымогатели попадались. Каждый мост имеет свое название. Вот этот рыбный мост. Просто фонтан девушки с кувшином. Но вы знаете, в этом переулке настолько вкусно пахнет, что мне сейчас так жаль, что вам через камеру нельзя передавать эти вкусные запахи. Но кто знает, может, когда-то и к этому технологии придут. Это мост Сапожников. Слушайте, ну ни для кого не секрет, что у меня фамилия Башмаков, поэтому отчасти это где-то и мой мост. И тут мило играют ребята, создают атмосферу. Ну, я пока получаю удовольствие от Любляны. Тут очень миленько. Прям ситуация из мемов. Два парня на одном самокате. Это все настолько круто, что я аж задержался тут. Как важно для человека, для его уверенности в завтрашнем дне иметь свой скворечник. Вот я к своим скворечникам в Одессе доступа не имею. Вот и шатаюсь по миру без своего скворечника. А скворечники в Милане очень дорогие. Железные драконы, ну прям как в «Героях меча и магии». Видите, лодочка плывет, молодежь сидит, отдыхает,
фонтан. Ну, я не знаю, как вам это все передать, но я надеюсь, что вы сейчас в таком же восторге, как и я. Возник серьезный вопрос. Зачем мне все время куда-то идти, если я могу просто сесть на мосту на асфальт, делать свои дела онлайн и в это время слушать музыку этих ребят? Сегодня, кстати, в Любляне опера, Фантом опера. Я был когда-то на ней в Лондоне. Сегодня тут посмотрел билеты от 60 евро, а нормальные места по 110. Я подумал, что этого не стоит. Лучше задоначу парням. Когда я говорил, что я буду просто сидеть их слушать, я не шутил. Так как вы думаете, сколько парням надо задонатить? Ваши ставки, сколько бы вы задонатили? Вечером уже, конечно, камера так не передает, но эти улочки просто завораживают. Посмотрите, сколько зелени, скамеечки. Такая старая атмосфера. Вечером, конечно, все начинает играть новыми красками. Вот она, вечерняя ратуша. Наверху светится замок. Молодежь гуляет. 10:30, вечерняя Любляна не утихает, но думаю, лучше я вам завтра больше при дневном свете поснимаю. Прошло 3 часа, барабанщик по барабанил и убежал, а вот старый проверенный баянист все еще на месте. Потому что кто-то приходит и уходит, а кто-то показывает себя на дистанции. Нормально, там живая музычка играет. Тут Реал играет. Ну, не знаю, можно ли сказать, что Реал играет, но он пытается. Видите, ПСЖ 3-0 ведет. Они на кураже после победы в Лиге Чемпионов. Тут какой-то биргарден, справа и футбол, и теннис, и бег. Тут паб. Любляна отдыхает вечером. И хотелось бы отметить, что сегодня среда. Представляете, что тут творится в пятницу и субботу? Филармония Любляны. Это Люблянский университет. Перед ним бык, похищающий Европу. Но вопрос в том, кто сейчас похищает Европу. Бык или парни с барабанами? Так изучали города до Google Maps. Я еще застал эти времена. Но просто посмотрите на эту концентрацию достопримечательностей в Любляне. Ну и каждый из них есть пояснение. Но город достоин внимания определенно. Что-то я просто завис на площади. Вот там играла классная музыка. Вот тут ходили людишки. Все так атмосферно, в телефоне переписочки. И непонятно, в такие моменты жизнь проходит мимо или жизнь прекрасна. Тут есть музей компьютеров, и он прям меня так и манит. Вот эти все вычислительные машины, которые просто изменили наш мир. Подобрался к месту сна. Сейчас перед сном помонтирую то, что наснимал сегодня. И завтра буду снимать дальше. Новый день, новые приключения. Не буду повторять вчерашнюю ошибку и отправлюсь сразу в центр как-то классно завтракать. До матча 7 часов. Помчусь в центр на самокате. Ситуация на главной площади Любляны в час дня. Интересно, когда я встречу первого фаната Шахтера в Любляне. Так, вон парень в оранжевом, но это не фанат Шахтера. Прочитал, что тут проходит какой-то фестиваль еды, городской рынок, что классно, но что-то, не знаю, не то, что я хотел, но выглядит очень аппетитно. Посмотрите на эту черешню. Фестиваль еды оказался просто рынком с продуктами на одной из центральных площадей. Ну, есть тут что-то вроде рынка еды, но я думаю, что я смогу найти что-то поинтересней. Но пока мы заглянем в очередной собор. Вход выглядит внушительно, но, кажется, он закрыт, так что, видимо, мы не заглянем. Не всегда в жизни надо заходить с парадного входа. Иногда надо уметь зайти где-то сбоку. Оказывается, вход 3 евро. Непозволительная роскошь, учитывая того, сколько я уже посетил соборы. Не люблю платить за вход в соборы, так что двигаюсь дальше. Заднюю надо тоже уметь дать по жизни, если что. Возле мэрии продолжают лить воду. Ну, впрочем, привычное состояние. Прямо напротив мэрии магазин с футбольными формами. На витрине, конечно же, форма национальной сборной Словении. А внутри, конечно же, новая форма Интера. И новая форма Милана с новой эмблемой. Ребята все никак не могут определиться с ней. Видимо, так выглядят самые ходовые формы. На ассортименте и предпочтениях местных фанатов определенно сказывается близость Словении к Италии. Сборная Словении, кстати, участвовала в чемпионате мира 2002 года. И эта форма оттуда с подписями. Ну, а где такому быть, как не на главной площади Любляны? Курсирую улочками старого города в направлении к еде.
Интересно, кто-то догадывается, в какой тип ресторана я направляюсь? Фонтан Геркулеса. Помните такого персонажа? Пришел в кафе веганика. Ну, а кому, как не мне, ходить в вегетарианские кафе, надо поддерживать своих. Хотя тут рейтинг 4,8 и 1070 отзывов. Ну, должно быть нормально. Меня тут, кстати, уже ждут. А это рюкзак, с которым я больше месяца двигаюсь, вы спрашивали. Ну, содержимое сейчас называть не буду, но мне хватает всего. Вот вам ценовая политика, но главное, что есть, например, лимонный суп. Я такого никогда не ел, наверное. Полента. Много всяких интересных блюд. Сейчас будем пробовать что-то. Сразу принесли стаканчик воды. Ну все, получается, напиток можно не заказывать. Внутри тоже достаточно милое заведение. Такой люблянский интерьер. В кухне растет зелень. Возможно, прямо ее сейчас и добавят в какое-то из блюд. Начнем с лимонного супа. Впервые ем лимонный суп. Лимонадик так красиво подается. Лимонада мне не хватает в Италии. И забавно, что прямо тут напротив стейкхаус. Ну, я определенно выбираю вегетарианские места, а не стейкхаус. Еще и полента с грибами подъехала. Ну, полента это всегда вкусно. Это все великолепие с чаевыми 20 евро. И еще стаканчик воды налили дополнительно. Местная достопримечательность — это старый проход между домами. Смотрите, какая узенькая маленькая улочка. Просто, ну, она шириной с мои плечи. В конце настолько узко, что я не могу развернуться с рюкзаком, буду сейчас пятиться назад. Наверное, будет странно быть в Любляне и не подняться на замок. Сейчас, наверное, этим займемся. По городам обычно проходят бесплатные экскурсии. Вот у меня был выбор пойти на бесплатную экскурсию по центру и в замок. Но это пешком, 2 часа экскурсия. Либо поехать в замок на фуникулере. Я долго не мог решиться, но, наверное, поеду на фуникулере лучше. Мясницкий мост, на котором, как и много где, вешают замки в символ вечной любви. Интересно, сколько из этих пар уже разошлись? Идешь, и везде стекла с железными вставками, а тут оп, и стекла нет. Интересно, оно треснуло, кто-то провалился или куда оно делось? Видите, оп, можно попрыгать. Еще я чуть не уплыл на бот-тур. 15 евро стоит, но может после горы. Самые ловкие пристраивают свои замки аж тут. Направо повернешь, пешком пойдешь. Налево пойдешь, на фуникулер попадешь. Тут у нас театр кукол и нижняя станция фуникулера. Говорят, бывают огромные очереди, как в кассу за билетами, так и на саму посадку. Но я хожу не в самое стандартное время, поэтому мне повезло без очереди. One-way ticket to the moon. Короче, билет в одну сторону 3,30, туда и обратно 6 евро. Ну, я по жизни, в принципе, беру почти всегда только билеты в одну сторону. Прибывает наша кабинка, ну, выглядит внушительно. Поднимемся на 294 метра. Ну, и повыше было. Сверху уже со старта антуражно нас встречает дракон. Какие-то бетонные блоки, зелень. Чувствуется, что штурмуем крепость. Галерея у основания замка, видите, прямо среди скал. Ну, уровень творчества вы понимаете, как в частности современное искусство, что, ну, наверное, мой младший брат мог бы нарисовать. Как выставочное пространство, конечно, задумка супер классная. В скале, под замком, атмосферно. Тут когда-то была какая-то шахта, я не знаю, колодец или что, чтобы мы могли заглянуть. Тут для нас установили зеркало, чтобы мы посмотрели в самый низ. Я еще могу вот так вот телефоном сделать. Не уронить бы его. Это вход, возможно, в ту самую комнату рыцарей круглого стола. Но это не точно. Тут водная цистерна. Ну, конечно, не цистерна базилика в Стамбуле, но практично. При осадах, наверное, отсюда набирали воду. Можете прямо в замке отобедать. Большой, ухоженный, просторный двор замка. Тут проходят какие-то фестивали, концерты периодически. Видите, тут уже что-то готовится. Тут показывают кино. Посмотрите на этот огромный проектор. И вот там вот на большом экране, ну, я посмотрел бы тут, было бы атмосферно. Пентагональная башня, ну, и чтобы не было скучно, а все, видите, пространства заняты какими-то выставками. Тут Миланка выставляется. Судя по работам, местная художница, узнаю места, рисует карандашом. Такие странные рисунки. Это хоботница изображена, она, видите, хоботится по хате. Ну, язык интересный.
Я тут не очень доволен, что я с рюкзаком гоняю. Ну, типа тяжеловато, хотя, ну, по факту он очень легкий. Представляете, в таком гонять? Ну, прям робокоп какой-то. Но нелегко, наверное, было. Эволюция оружия, алебарды, спиры. Потом арбалеты уже. Дальнее оружие. Пушки. Ружья. Я когда-то в Ultima Online играл. Я не знаю, слышали вы про такое или нет. Но там мы много изучали про оружие. Наверх по винтовой лестнице, правда современные, но говорят, что старые делались такими, чтобы вам неудобно было махать мечом, который у вас был в правой руке обычно. Вид на Любляну, очень крутой вид на Альпы, но думаю, сейчас видок получше попробуем найти. Например, с той башни, если мне удастся туда забраться как-то. Еще один вид. Просто эта леди хочет вам напомнить, что этому миру надо больше любви. Так, погнали на смотровую башню. Но вначале путь лежит мимо темницы. Ну, знаете, что в принципе говорят, что кто угодно может оказаться в подобном заведении. Так что всегда надо быть осторожным и чтить уголовный кодекс. Но ситуации разные бывают. А рядышком с темницей капелла. Вот такие вот контрасты. Я, конечно, не крыса, без билета не пойду. Но билет на башню стоит 15 евро. Не знаю, мне кажется, что мне хватит бесплатного вида. Вы поднялись бы за 15 на башню или нет? Раз на платную башню не пошли, посидим еще, понаслаждаемся бесплатным видом. Он когда бесплатный, мне кажется, даже как-то красивее становится. А там вот вдали где-то озеро Блэд, говорят, супер красивое место. Ну и тут зато видно, как фуникулер поднимается. А вдали виднеется стадион Стожица, на котором часа через 3 начнется матч. Тут уже готовятся к просмотру кино, но я сегодня буду смотреть другое кино. Так что буду покидать замок и двигаться в сторону стадиона. Ну и тут, конечно же, дракон, как и везде в Любляне. Так, этот неприступный когда-то и очень доступный сейчас этот замок выглядит снаружи. Можно было бы спуститься на фуникулере, но давайте попробуем для разнообразия пойти пешочком. Идем на Староместно. Ну, дорога не из легких. Все-таки хорошо, наверное, что наверх я на фуникулере помчался. Увоз-извоз. Стена со стикерами, ну, как будто бы специальная. Ну, из серьезных клубов имеем Джено. Что-то я загулялся, уже пора мчаться на стадион, но пока взял в таком местечке себе веги-бургер. Вообще думал поесть его вот там вот, в галерее с видом на реку. Но ладно, не буду уже возиться. Тут пираты подписи собирают. Подписались бы? Мост зеленых драконов. И что мы знаем? Мы знаем, что на этом мосту были люди с Курвы Норд Бреша. А я, ну, уже нет такого клуба, как Бреша, он разорился. А я был на последнем матче Бреши, и у меня есть оттуда даже выпуск. Представляете, оказаться на последнем матче такого легендарного клуба, как Бреша, за которого играли много звезд и легенд. На стадион помчусь на автобусе. Заходите и можете картой сразу евро 30 оплатить. Если вдруг вы не смотрели мой предыдущий выпуск с матча Олимпии, это мультиспортивная арена. А вот там вдалеке уже виднеется футбольный стадион. Встретил первых людей, которые опознаны мной как фанаты Шахтера, и это оказались девушки. Посмотрите на щеку. Какие тут виды, когда подходишь к стадиону. Вот еще наши фанаты приближаются. Интересная особенность этого стадиона, что с одной стороны он будто бы находится под землей. Видите? Зелень на крыше, и для того, чтобы попасть на трибуны, вам надо спуститься под землю. Сегодня снова работает касса, то есть билет можно купить прямо у входа. Ну и, к сожалению, заполняемость сегодня будет так себе, это я уже видел по плану. 2 дня назад я уже тут был на матче местной команды Олимпии из Любляны. Можете включить тот выпуск, ну и сравнить вот за час до матча. Я и там пришел за час до матча, и тут пришел за час до матча. Но, в принципе, это абсолютно естественная ситуация для игры Шахтера в Словении. Ну, потому что добраться сюда не так уж легко. И квалификация Еврокубков. В общем, тут аншлаг и не ожидался. Людей будет так мало, что всех запустят через один вход. Выглядит, что обыскиваю достаточно плотно, а я с рюкзаком, в котором у меня вещей на больше, чем месяц путешествия. Час до матча, я внутри, билет на эту игру мне стоил аж 12 евро.
Взял себе местечко возле лестницы, чтобы, если что, можно было подняться на самый верх. Ну, там же обзор получше. Кстати, я читал истории про нелегальное проникновение на стадион. Так, в Германии во время Евро на матче, на котором я был в Дортмунде, руфер пробрался за день до матча, спрятался на крыше, и потом его снимали с вертолетов со спецслужбами, потому что думали, что это террорист, и впаяли ему какой-то просто невероятный штраф за это. Ну, вот люди пришли в оранжевом, но есть нюанс, это Галатасарай. Кстати, это тот самый фанат, который был в ВИПе на матче Любляны с трещотками. Можете посмотреть выпуск, он там, ну, это какой-то местный, очень известный фанат, видимо. И нашел оранжевую футболочку. Мне кажется, что клуб с такой эмблемой, ну, мы должны проходить легко. Это рыси. Но выглядит очень странно. С нами на трибуне люди с шарфиками Ильвиса. Ну, то есть в Финляндии, видимо, тоже прибыла поддержка. Вон там разминается Андрей Бятов. Ну, играть он сегодня не будет, он тренер вратарей Шахтера. Но я был на его последнем матче со сборной Украины. На разминку выходит наша команда. У нас сегодня в старте 6 украинцев и 5 бразильцев. Такая у нас Украина-бразильская сборная. Ну, это отличительная фишка Шахтера. Мы начали скупать бразильцев перспективных еще до того, как это стало трендом. Посмотрите, очень строго контролируют символику. Люди хотят пронести флаг с росписями. Стюарты показывают его на камеру, которая сверху. И, видимо, глава security одобряет или нет, чтобы пронесли этот флаг. Да, команда разминается, готовится к важному матчу. Опять, видите, люди нарисовали плакат, его показывают через камеры главе security, и он решает, проходит плакат или нет. Ну, если не пропустят, хоть у нас тут на память останется баннер. Объявляют состав Шахтера. Замечен парень в куртке Динамо Киев. Но, судя по футболу, еще тут есть ребята из Динамо. Но это нормально, учитывая реалии. Я за все украинские клубы в Еврокубках. Ну и за сборную, конечно. Так что поддерживаем всех. Вот девочки пришли на матч подготовленными. Еще прибыл фанат Галатасарая. Но это объяснимо. Тренер Шахтера Тюран, это турок, бывший игрок Галатасарая, ну и многих других клубов. Звезда, я думаю, что турки пришли посмотреть на своего. Тут прям сегодня большие турецкие делегации. И это все благодаря Тюрану. Ну и для Тюрана сегодня важный день. Это его первый официальный матч в роли тренера Шахтера. Ну что ж, игроки появляются на поле. Футболисты Шахтера все завернуты в украинские флаги. Почти все готово к матчу. Но странно, что фанатов посадили не на ту трибуну, а на эту. Получается, все футболисты заданы фанатам, а там сидят только випы. По 80 с чем-то, 89 билеты. Я думаю, там все по пригласительным гостевым. Кстати, у Ильвиса сегодня есть своя фан-трибуна. Ну и, естественно, сюда прибыло побольше людей, чем приехало на Кайрат из Казахстана. Ну, немало для такого клуба из Финляндии, все-таки путь не близкий. Ну и пока первые песни на стадионе со стороны фанатов Ильвиса. Ну, в принципе, это нормально. Они, наверное, почаще все вместе собираются на свой клуб. Фанаты приветствуют Шахтер. Начали матч. Ильвис начал с центром. У нас есть сектор активной поддержки клуба. Ребята организовались. Ну и плюс, вы знаете, наши девочки всегда самые горячие. Они тут спонтанно тоже организовали. По итогу проверка слишком суровая, и всего 2 входов не хватает, потому что уже 10-я минута матча. Посмотрите на эту очередь людей, которые все еще не попали на стадион. Ну, организация так себе. Наш Шахтар завжди буде першим. Наш Шахтар завжди буде первим. Донецьк – це Україна. Есть первый гол от Шахтера. Элисон открыл счет на 25-й минуте.
Во, вот это сейчас синергия будет. Самая активная фанатка центральных трибун пришла к активной группе поддержки на правую трибуну. Сейчас она научит их, как надо поддерживать команду, уже что-то объясняет. Нет, она не осталась, она просто дала ребятам советы и идет дальше заводить центральную трибуну. Уже подключили молодое поколение. Второй гол от Шахтера с углового. Все довольны. Мне кажется, что к активным фанатам подключились парни из сборной Украины по водному полу до 16 лет. Я не уверен, но это мое предположение. В футболках это они. Хауа Элиас. Ну, в общем, бразильское нападение дает о себе знать. И, в принципе, людей даже намного больше, чем я ожидал. С учетом того, насколько сложная логистическая точка Любляна, ну, практически полная центральная трибуна, и поддержка есть. И живо все реагируют. Ну, в общем, классно. Я говорю, лучше, чем я ожидал. Первый тайм закончили 2-0. Ну, у нас такой счет устраивает. Уходим на перерыв. Начали второй тайм. И, похоже, мы настроены забивать еще. Просто на ровном месте нарисовали и третий гол. Разница в классе слишком большая. У Ильвиса весь состав стоит 4 миллиона, а у нас только Судаков стоит 32. Ну, а весь состав стоит 67 миллионов. Видите, у нас фан-сектор растет прямо по ходу матча. Подъехал четвертый от Донецка. Просто какой-то сумасшедший пятый гол ударом с дальней дистанции. И сразу шестой. Прямо во время исполнения гимна. Закончили 6-0. Ну, похоже, вопрос выхода в следующий раунд решен. Футболисты подошли поблагодарить фанатов за поддержку. Матвиенко, как капитан, прямо пошел к самым фанатам. Фанаты благодарят футболистов. Игроки после матча продолжают подписывать футболки детям. Напоминание о том, что защитники Азовстали все еще в плену все эти годы. Радует, что поддержка донецкого Шахтера становится организованней, активней. Чувствуется, что растет новое поколение фанатов донецкого Шахтера, команды, которая уже 11 лет, к сожалению, не играла по-настоящему дома. И многие из этих фанатов, к сожалению, тоже, возможно, никогда не были по-настоящему дома. Знаете, многие в 22 году вышли из дома и до сих пор туда не вернулись. Когда вы слышите о донецком Шахтере, задумайтесь, что очень многие фанаты этой команды вышли из дома в 2014 году и до сих пор туда не вернулись. А кто-то даже построил новую жизнь в 22-му и снова вышел из дома и не вернулся. Я посетил 95 стадионов, и у меня как-то брали мини-интервью и спросили, на каком стадионе я мечтаю оказаться больше всего. И у меня ответ абсолютно однозначный. Больше всего я мечтаю оказаться на Донбасс-арене, на матче Лиги чемпионов Донецкого Шахтера.
потому что если я там окажусь, и желательно, чтобы я туда прилетел прямым рейсом из Европы, то это об очень многом будет говорить. Я надеюсь, что эта мечта реализуется как можно скорее. Вот они, молодые фанаты донецкого «Шахтера» с плакатами. Но ведь, возможно, они никогда и не были в Донецке. Для них это город-легенда, город-мечта. Такой вот был матч «Шахтера». Но, как вы понимаете, с выходом со стадиона выезд не заканчивается. Двигаемся дальше. Вот творчество Ультрас Любляны. И поговаривают, что они сегодня некрасиво поступили по отношению к нашим Ультрас. Такое вот. На том же автобусе, что приехал, могу и уехать. Что-то я запутался и промахнулся с автобусом. Это был последний, который уже дальше не вез. Ну ничего, у меня еще минуты на самокате есть. Идешь после матча по темным переулкам, ищешь самокат, находишь, едешь. Послематчевая фанатская романтика. Прибыл к вокзалу, отсюда у меня через час фликсбас до Милана. Третий день подряд сюда прихожу, что-то подсел я на их жареный сыр. Такой набор 8,20. Мой фликсбас, и за 52 евро я 8 часов буду ехать в Милан. На славянско-итальянской у всего автобуса проверили документы. Шенген уже не тот. Я на автовокзале Милана. Думаю, многие из вас за 1,5 месяца успели соскучиться за этим видом. Представляете, я в этот тур, по сути, уехал 30 мая, начиная с финала Лиги Чемпионов. И, ну вот 6 июня я еще переночевал в квартире, 6 июня я тут не появлялся. 1,5 месяца я платил за квартиру в Милане, в которой вообще никто не жил. Ну, вот такие вот реалии аренды. Но желаю вам всем поскорее вернуться в ваш настоящий дом, если вы не там.